Сегодня мы записываем видео, в котором рассмотрим реальное измерение глубины приборов Minelab Xterra 305 и 505. Значит, у нас будут использоваться две катушки, значит, Double D и стандартная. Сейчас мы их тоже попробуем по приборам менять. Фактически у нас будет как будто бы 4 прибора. Тест будет в грунте. Грунт достаточно легкий, песчаный. Вот. Конкретные монеты, которые мы будем закапывать и которые будем искать, это от советских 5-рублевки, очень большая монета, до советской копейки. Значит, сейчас приборы включим, отбалансируем и результаты тоже покажем на видео. Итак, первый замер. Монета 5 рублей СССР юбилейная. Вот, соответственно, делаем закладку на максимальную глубину. Значит, у нас здесь представлены глубины 10, 15, 20, 25 и 30 сантиметров, соответственно. Делаем закладку на максимальную глубину монеты. Вот, максимально. И прибор Minelab 305 уже отбалансированный на грунт на максимальной мощности. Делаем измерения. Прибор молчит на максимальной. Молчит. Так. Идем, соответственно, от 30 на 25 закладочку делаем. Правильно? 25. Пошли. 44. 20. Максимальную глубину 28. Неуверенное считывание. Сейчас вообще молчит. 44. Очень неуверенно считывает. То есть скорее какие-то фантомные сигналы. Теперь идет закладочка на 20 сантиметров. Поехали. Считываем. По-прежнему 305. Поехали. Начинаем. Минус 4 почему-то. 40, 36, 40. Вот считывает. Вот уверенное считывание. Значит, глубину показывает 4 стрелочки. 36, 40, 36, 40. Может, это в режиме всеметалла попробовать? А я всеметалл Да? вижу. Да. Это и есть режим всеметалла. Соответственно, глубина 15 сантиметров. То же самое пошли. 28, 24, 36. Скачущий неуверенный сигнал. Глубина 3 стрелки. 28, 32. Так, значит, монета сама по себе считывается как 24. Уверенный по воздуху 24, 28. Ну и минимальная у нас глубина, да, по-моему, осталась? 10? Угу. 24. Четко. Глубина 2 или 3 стрелочки. Это на глубине 10 сантиметров как раз. 28, 24. Так, теперь то же самое. Выключаем прибор 305. Это обязательно делать, потому что Xterra 305 с стандартной катушкой и Xterra 505 с катушкой Double D ни в какую не уживаются вместе, потому что они фонят, друг другу не дают жить. Так, соответственно, делаем закладку на максимальную опять глубину. Это у нас так, 30 сантиметров. И включаем прибор 305 с катушечкой Double D. Значит, 505. Да, 505, извиняюсь. Тоже отбалансированный на максимальной чуйке. Поехали.
48 максимальная глубина показывает. 48. Вот очень тихая громкость почему-то. Просто глубоко, поэтому. 48 показывает. Ну, практически стопроцентно определяется. 48. Так, ну-ка, по воздуху, кстати, он у нас определяется здесь. По воздуху 27. Там 48 считывался. Так, теперь закладочка 25 сантиметров. Та же самая 505, да? На максимальной чуйке. 42, 45. Глубина 5 стрелок максимальная. Считывание уверенное. То есть получается разница между приборами на монету максимального радиуса примерно сколько? 5 сантиметров в общем-то. То есть 305 на 30 не видела, на 25 она увидела. То есть чуть-чуть добавляется глубина при смене прибора. Сейчас сделаем, значит, тест на советскую копейку. Тоже начнем с максимальной глубины. Прибор 305. Поехали. Максимальная чуйка, стандартная катушка. Копейка на 30 сантиметров. Как и можно было предположить, полная тишина. Полная тишина. Прибор не выключаем. Делаем закладку на 25. Поднимаем нашу копейку. 25. Та же самая советская копейка, 305, стандартная катушка, максимальная чуйка, максимальная, да. Поехали. Режим все металлы. 94 там проскакивает где-то сбоку у нас. Копейка не чувствуется. Копейка наша не чувствуется. Так, продолжаем, поднимаем. Уже было 25, поднимаем на 20 копейку. Блин, я ее тут уже с трудом достаю. Так, 20. Так, 20, поехали. Минус 4 где-то по краям там нет. Да не оно. Может, прибор. Ну давай, ради интереса, сейчас переключимся пока на 505. Нарушим наш ход эксперимента. Значит, напоминаю, у нас там копейка сейчас на глубине 20. 305 стандартной катушкой не чувствует его. Попробуем 505 с катушкой Double D. Тоже не чувствует. Подскочил один раз 48, но это, по-моему, тоже не оно. Нет, тишина. То есть эта глубина для обоих приборов абсолютно недостижимая. Это у нас 20. Доставать неудобно. Ну вот более реалистичная 15. Закладочка на 15 сантиметров. Начнем с 305-го. Режим все металла, стандартная катушка, мощность полная. Внимание, огонь. 4 где-то там все равно проскакивает. О! 32, 36, 44. Вот уже чувствуется. 44, 16, 36. Скачет число, но
Мы играем в штиль. То же самое катушкой Double D. Прибор 505. Поехали. Максимальная чуйка. Ну, чувствуется. 45 устойчивый сигнал. Неужели только на 15 он это чувствует? Все-таки. Давай попробуем все-таки увеличить на 20 еще раз. Я что-то не верю в это. На 20. Неужели он на 20 не в состоянии почувствовать? Где эти хваленые, заявленные производителем глубины? Чернина. Как чернина. Она определяется на этой глубине просто как чернина. Вот и Даже не цепляет нисколько. очень тихо, как чернина, минус 9 на максимальной глубине показывает. Вот и объяснение. Соответственно, значит, получается, на 20 копейку найти невозможно. Можно сделать заключение, что разница между 305 и 505 все-таки есть. Вот, но возможно эта разница еще зависит от катушек. Сейчас мы попробуем поменять катушки местами и то же самое измерение повторить. Посмотрим и сделаем заключение по катушкам. Теперь проводим аналогичные тесты, но мы поменяем, соответственно, блоки управления на приборах местами. И, соответственно, у нас получится прибор 305 с катушкой Double D и 505 со стандартной катушкой. Катушка моно, да. Поехали. Значит, у приборов поменены блоки управления. Делаем измерение опять на 5 рублей Советский Союз. Юбилейная. Начнем с максимальной глубины 30 сантиметров. Поехали. Прибор у нас 305 с катушкой Double D теперь. Режим все металлы. Максимальная чуйка. Поехали. Срабатывания нет. Переходим на 25 сантиметров. Опа. Тот же самый прибор, катушка Double D. Максимальная чуйка 25 сантиметров. О, определяется. 25. Теперь тот же самый 25 сантиметров, но прибор 505 с катушкой моно. Режим все металлы, максимальная чуйка. Поехали. Какие-то чернины тут он показывает. Определяет. 45-48. Но все равно Глубина 25 сантиметров. неустойчивый какой-то сигнал, да? Не очень устойчивый, но он определяет его, тем не менее. 25 сантиметров. Ну что, можно сделать заключение, что приборы стали между собой, поменяли, когда мы блоки управления, примерно равносильны. То есть прибор 505 с катушкой моно показывает по глубине на советский юбилейный 5-рублевку схожие результаты с прибором 305 с катушкой Double D. То есть катушка Double D все-таки на практике оказывается более эффективна и добавляет прибору лишние 5 сантиметров к глубине. Ну, естественно, когда к 505 мы добавляем катушку Double D, то результат, наверное, еще немножко увеличивается. Поэтому на практике можно сделать заключение, что все-таки действительно вот этот вот спор, который продолжается, есть ли разница между 505 и 305, сделать заключение, что с одинаковыми катушками все-таки различие есть, но оно небольшое. Меняя катушки, имея в арсенале различные катушки для разных условий, соответственно, вы повышаете еще больше свои возможности, поиск по замусоренным местам,
поиск по старине, по, там, допустим, маленькие цели, там чешуя или еще что-то. Соответственно, нужно выбирать соответствующие катушки. Пока все. Всем спасибо.